Эндрю Лукас, художник-акварелист, англичанин, пишущий наш город. В картинах художника отразились визитные карточки города. Площади, улицы, здания. Улица Красная, библиотека имени Пушкина, старая аптека, парк Краснодар и многие другие. Персональная выставка художника «Путешествие в Краснодар» прошла в муниципальном концертном зале в 2019 году. А в 2020 году уже британскому зрителю были представлены акварели, созданные художником в 2013-2019 годах. Выставка коллекции картин была приурочена к концерту «Из России с любовью» и представляла городские пейзажи Краснодара, Москвы, исторические виды британских городов Лондона, Солсбери и Торки. Мы спросили мистера Эндрю в нашем интервью, что вы хотите передать зрителям, изображая Кубань? Что необычного для англичанина есть в Краснодаре, что вам захотелось выразить это на бумаге? И как англичане относятся к тому, что вы пишете и выставляете в Англии работы, связанные с Россией, Краснодаром? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. У нас уже день. Доброго дня. I'm glad to see you, Mr. Lucas and Marina. Yeah, pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Yeah, thank you for the invite for the interview today. Yeah. Он рад видеть вас и спасибо большое за приглашение на это интервью. Ой, я очень рада. Ну что, начнем? Давайте. Да. Скажите, мистер Лукас, как вы пришли вообще к рисованию? В каком возрасте у вас появилось такое желание? When did you start and how all of a sudden you decided to paint? I was always drawing as a child, so I always had a pencil in my hand drawing pictures. Я рисовал всегда, когда был мальчиком, еще в школе. Всегда у меня был с собой карандаш и бумага для того, чтобы рисовать. So my love was first of all with drawing. I always used to draw. Сначала он начал просто с рисунков, карандашом. And then it wasn't until my late teens that I started to experiment with watercolor. И только лишь когда он был подростком, он стал экспериментировать с акварелью. And my passion for watercolors started. I did go to A level. I did a grammar school. Он вот с этого момента началась у него любовь к акварели. Он закончил грамматическую школу, где он делал еще advanced level. Это перед поступлением в университет у нас ребята после школы должны заканчивать. И там он проходил искусство. Художник – это ваша основная профессия? Is it your main profession? No. So I have a day job, but I'm working towards becoming a professional sometime in the near future. Пока что у него другая, он занимается другим делом, но работает к тому, чтобы в конце концов стать профессиональным художником. Семья как повлияла на ваш выбор рисования, живописи? Did your family influence your choice of painting? Not particularly. My mum was a little bit artistic, but nobody ever painted. I'm the first person in my family to ever paint. So. Нет, он первый человек в своей семье, который рисует, хотя его мама очень... у нее развит артистический вкус. Я добавлю от себя, она делала прекрасные, чудесные фотографии, занималась фотографией. Это ее было хобби, и поэтому, скорее всего, Энди оттуда подчеркнул это немного. Смотрите, ваша основная тема работ – это архитектура России, Британии, зарисовки жанров, бытовых сценок. А чем эта тема привлекает вас? I've always liked architecture. It's always interested me how buildings are put together and the lines of perspective and how different buildings, classical buildings look different to modern buildings.
Мне всегда нравилась архитектура, он всегда обращал внимание на линии и силуэты зданий и различных монументов. The difference between modern architecture and classical architecture. Разница между современной архитектурой и классической архитектурой тоже очень привлекает его. And engineering has always been interesting to me, so how things are put together, how they work, and so industrial engineering, design, things like that. И инженерное дело очень его привлекает, именно вот как разные вещи вместе сопоставляются, то есть как они работают, как их возможно сопоставить вместе, от чего, какой ум придумал это. Лукас, вот смотрите, традиции английской школы живописи пейзажной начались еще где-то в 18 веке. Это Гейнсборо, Констебль, Тернер. Эта английская школа как-то повлияла на вашу именно живопись, на вашу акварель? Yes, I enjoy the paintings of Constable, of Turner, Gainsborough. Да, мне нравятся картины Constable, Gainsborough, Turner. And I first, when I was a child, growing up in Salisbury, I first saw a painting from Constable of Salisbury Cathedral. Когда Энди родился и вырос в Солсбери, первая картину, которую он увидел, это картина Сальсберийского собора Гейнсборо. Constable. And it was just beautiful. And from a very young age, I was like, "Cool, I'd like to do that." You know. Он очень впечатлился, это было очень красиво, и с самого раннего возраста он говорил себе: я должен сделать то же самое. And I think certainly the difference between British climate and Russian climate. So in the UK, the colours are very muted. They're not strong colours. The light is very flat. It's a flat light. Whereas in Russia, in Krasnodar, especially in the summer, the colours are so strong. Различия в климате Великобритании и России тоже имеют значение. В России это очень яркие, очень четкие тона. В Англии все размытое, тона размытые картин, как и климат Великобритании. And so trying to paint scenes from Russia and Krasnodar at the start was very difficult because I was adopting how I see the world through British eyes into Russian eyes, and sometimes it didn't work because Russian scenes are so vibrant. The climate's different. Сначала ему было достаточно сложно рисовать российские пейзажи, потому что настолько разный климат между нашими странами. Но постепенно, шаг за шагом, он смог адаптировать свой стиль написания картин для написания пейзажей России. Вот я как раз хотела спросить, вот вы говорите, что приехали в Краснодар, познакомились с Мариной в 1999 году и были покорены колоритом Кубани, столицы нашей, юга нашей России. А что же все-таки привлекло вас? Именно что привлекло, что вы захотели это отразить в ваших картинах? I think when, as you know, if a place gets under your skin and a place becomes dear to your heart, it becomes part of you as well. You know, unwittingly, it becomes part of who you are. As language becomes part of you and the way you speak, the way you behave. Когда твое сердце покорено чем-то, и это место становится так близко к твоему сердцу, не только место, но и люди, а также язык, то просто незаметно для себя начинаешь отражать все свои чувства и эмоции через картины в данном случае. And I think as well, there are huge similarities between Krasnodar and where I grew up in Salisbury. The way of life is very, not simple, but
the outlook of life is simple. People are willing to give each other time and respect and everything else. And the way of life is a little bit slower. And I guess that sort of emulated to me as well. That's why I appreciated it. Энди считает, что между Солсбери и Краснодаром есть много сходства. Сходство в том, что люди очень простые и искренние, в том, что люди готовы отдать, подарить тебе свое время и рассказать или провести с тобой время. Также уровень, не уровень, скорость жизни достаточно медленная. Он имеет в виду по сравнению с Москвой, Санкт-Петербургом, Лондоном у нас. То есть все вот это вот он видит очень много схожести между нашими городами, нашими вот этими уголками нашей жизни. And I think as well there's a direct honesty with Krasnodar and the Kuban region, and probably Russia as a country as well. People are very honest in their opinion. That people will explain that I feel this, I feel that, but there's nothing in between. It's very direct. I don't like this, I do like that. Whereas in this country, it's a little bit more, oh yeah, you know, people pretend maybe they like something when they don't. I think with Russians, especially Krasnodar, people are far more direct and tell you what they like, what they don't like. And I love that, I respect that a lot. Что еще впечатляет, это искренность и честность людей в Краснодарском крае. Если человеку что-то нравится, он скажет, да, мне это нравится, спасибо. Если не нравится, то он скажет, нет, мне это не нравится, и я не считаю, что так нужно поступать или делать. Когда в Англии здесь немножечко по-другому. Если людям здесь что-то не нравится, они смягчают это, они не говорят, нет, мне это не нравится. Они скажут, извините, но мне не хочется и так далее. То есть вот эта искренность, правдивость и целенаправленность людей на Кубани в основном. Лукас, вот в 2003 году у вас с успехом прошла выставка Портика Gallery в Солсбери, «Вдохновляющий мир». Там были работы, связанные с Кубанью? No, they were, I don't think so. I don't think there was. Yes, there was a Moscow painting. No, it's not Kubань. No, it's not Kubань. I don't think there was so much. I had paintings of Krasnodar, but they were more from sort of my heart, and I wasn't prepared to share them, perhaps. Мы не совсем помним, что там было. Мы точно помним, что там была Москва, Арбат. В то время у Эндрю были картины Краснодара, но он тогда только начинал, и эти картины очень были близки к его сердцу, и поэтому он не выставлял их точно, потому что это была, я от себя добавлю, выставка-продажа, и на этой выставке продажи купили все московские картины. And it was all Krasnodar for me in the early sort of days when we met and when I first met, it was almost like a secret affair, if you see what I mean. I wanted to hold dear to myself, and it was a tender moment I wanted to make. В то время Эндрю только начинал ездить в Краснодар и в Россию, и это для него как бы было какое-то секретное предприятие, которое он хранил в себе только и не хотел, он хотел насладиться сам вначале, а потом уже показать это всем остальным людям и всему миру. Понятно, понятно. Ну тогда скажите, пожалуйста, потом еще были у вас выставки вот из России с любовью в церкви Святого Иоанна, да? Там уже, конечно, были, я видела в Инстаграм эти работы, краснодарские и все прочее. А как посетители вот в этой церкви или на других выставках, как они относятся к тому, что вы пишете не только свою Англию, а и Россию, и Краснодар в частности? Какие отзывы они оставляли? I think people are surprised, I guess because Russia was never widely, and it still isn't widely published, of how beautiful the country is and the people. And I think people were pleasantly surprised how beautiful Krasnodar is in Russia.
they see the paintings and think, oh, it's lovely, you know, beautiful buildings, etc., etc. And a lot of people didn't have any idea that Russia was so beautiful. So there is an interest in it, and there's also sort of an interesting question that people raise: oh, why Russia? You know, why not Italy? Why not Spain? Why not France? You know, why Russia? And so they are genuinely interested because it is like a window into the Russian Federation that nobody's ever sort of opened, because it's all in a book, and it's, you know, maybe from the Soviet Union days, and people are reluctant to sort of learn about Russia. So they are very interested. Были удивлены, очень заинтересованы. Почему Россия? Потому что здесь многие англичане, большинство англичан не знают Россию, так как знает Эндрю. И его картины, они как бы служат окном в Россию. То есть посмотрите, когда были удивлены архитектурой, какая-то красивая страна, красивая архитектура. И вообще с удовольствием ходят и смотрят, и воспринимают все положительно. А кто ваша целевая аудитория? Кто ваш зритель? Кто ваш зритель? Your spectator, who is your auditorium? I mean, what sort of people? Oh, people from all walks of life. Not only people who love art, but everybody. You know, there are people who are very interested in not only the paintings, but the sort of story that goes with it. Why you painted Russia? Why, you know, Marina and I have been married for a long time. We've been together for a long time, and I've known Russia for a long time now. And people are interested in the story, certainly in this country, as much as they are in the paintings. The paintings allow, like a vehicle, like a window that you can look out of. And so, you know, this is Russia. It's absolutely beautiful. Look, there she is. That's it. You know. Кто угодно, то есть люди, которые интересуются этим, они приходят на выставки и смотрят все это, и что их интересует больше всего, это не только сами картины как картина, а история, которая стоит за каждой из этих картин. Тем более, что Энди, он путешествует в Россию, был в России, побывал очень, ну, много раз, более 20 раз уже, и поэтому он может многое рассказать о том, что стоит вот конкретно за, когда у него есть бочка с квасом, он рассказывает, он может рассказать, вот это такое вот было. И большинство англичан, как считает Эндрю, они просто воспринимают его картины, когда проходит выставка, что они сидят в автобусе, выглядывают из окна и видят жизнь, которая происходит за окном этой картины. Как экскурсия. What's interesting is certainly people from an audience from Europe seems to have more in common with Russia than Europe has with Great Britain, in a strange kind of way, because of the infrastructure and the trams and everything else. Что заметил Эндрю, что народы Европы имеют больше схожести с Россией, нежели с Великобританией. Инфраструктура, архитектура и так далее. То есть я добавлю для себя, что здесь обыватель, британский обыватель, который редко путешествует, то для них это открываются глаза на то, что какой мир существует за пределами Великобритании. Да, получается, что ваши картины, ваши выставки, вот в частности, представление наших картин в Англии и наоборот английских картин здесь, вот, допустим, в муниципальном зале, что у нас проходили, ваша выставка, имеют какой-то коммуникативный характер, то есть является коммуникацией между связующим звеном во времени и пространстве, правильно? То есть и в этой связи, что вы хотите сказать своими картинами, что вы как бы передаете через живопись, что вы передаете? I think what I'm trying to do with the paintings, probably subconsciously, it's not a forcible thing done on purpose, you know.
Certainly, Russia touched me hugely in my life, and it has done. You know, I'm married to Marina, and of course I love Russia. Of course I do, because you know my marriage with Marina. And I think through the paintings, I want to show people that Russia is such a beautiful country, and the people are such wonderful people. And it's no different to anywhere else in the world, regardless of what is said. And I never want to be political with my paintings. That's not the idea. I just simply want to show, you know, how beautiful this country is. And it's literally a window in time that people can say, oh, that's interesting. Oh, that's lovely. You know, even a street corner in Krasnodar with overhead wires everywhere, and people think, oh, it's so ugly. It's not. You see, it's beautiful. You know, there's something of beauty with it, and that's really, yeah, that's really what it is. Yeah. Okay. Когда он рисует картины касательно Краснодара, то, скорее всего, у него идет какое-то подсознательное, как сказать, хочет передать подсознательную, так, я русский язык ушел, так. Wonderful life. Подсознательно он рисует красоту разных российских уголков Кубани. Россия в его душе, и Россия это стала частью, очень значимой частью его жизни. Но, скорее всего, вот цель, получается, это подсознательно происходит, цель его картин, это, скорее всего, образовательная цель, через которую он хочет передать, насколько удивительны люди, а также различные места в России, какие с красивой архитектурой, и просто кусочек природы. Через свои рисунки и свои картины он хочет передать свою любовь к картинам за пределами политики, за пределами того, что происходит с нами. Это его личное восприятие, с которым он делится с англичанами, и рад видеть то, что англичане положительно реагируют на это. То есть он как бы образовывает их своими картинами. I think as well, because how I feel towards Krasnodar, I see Krasnodar as whenever we go to Krasnodar, it's like we're going home again. And so, you know, I have two homes in my life. I have Great Britain, I have Krasnodar in Russia. And if you love your home, regardless where it is, you're going to depict that through poetry, through song, through paintings. And I guess that's why as well. Я думаю, что картины интересны людям, потому что я езжу в Краснодар уже как... Это мой второй дом. У меня мой дом Великобритания, мой второй дом Россия. И поэтому происходят просто, я думаю, что искренние чувства он может передать картинами. И если ты любишь свой дом, то ты будешь хорошо передавать все свои чувства, понятно, через рисунки, через картины, через поэзию, через песни. I guess if you look at your home like a precious jewel, you're going to keep polishing it. What is? You look at your home like a precious diamond. You're going to keep polishing it and looking after it and holding it there. You know. Энди видит свой второй дом, любой дом, и в частности в Краснодар, как очень драгоценный алмаз, который всегда нужно полировать для того, чтобы он всегда сверкал, блестел и был в центре внимания. Да, отлично. А есть что необычного для англичанина, что вы видите в России, в Краснодаре, и запечатлеваете это тоже в своей живописи? It still fascinates me that you have you know, a gentleman and an old Lada or a Volga with the boot open selling fruit out the back of the car. It's lovely, it's brilliant. You drive to the coast and
you know, hundreds of people selling fruit and fruit. Ему очень нравится, ему очень нравится, когда какой-нибудь старый джентльмен стоит вдоль, да, стоят, многие из них стоят вдоль дороги, в то время, когда ты едешь на море, с открытыми багажниками, и продают из багажников арбузы, фрукты, овощи. Вот это вот его очень вдохновляет. И вся эта, если ты остановился и купил ее, то оказывается, что это самая вкусная еда, которую ты когда-либо пробовал в своей жизни. По трассе, да? Elderly lady, you know, grannies on the street corner selling, you know, cucumbers, семечки. Бабушки, которые на углу продают какие-нибудь огурцы или семечки, и в то же самое время лузгают семечки самостоятельно. Да, к сожалению, у нас уже уходит тоже потихоньку это. Да. Все. И квас тоже. И квас. Да. Молоко. Квас, молоко, когда начал приезжать в Россию в 99-м, сейчас этого нет, ну, по крайней мере, там, где мы живем, а раньше было в 7 часов утра молоко. Кто это? Что это? Звонок. Да, ваши картины видно по ним, вашу любовь, это все передается, и этот квас, и хочется пройти по вашим улочкам, еще раз заглянуть в эту аптеку старую, затем хочется проехать на трамвае, хотя, допустим, мне не по пути, но когда посмотришь на ваши картины, все это как бы, все это видно, ваша любовь. When you look at your paintings, all of a sudden you've got the desire to get into the old pharmacy, or to walk along the streets you depict, or just to go by tram, though it is not off route where you go, but you want to get on the tram and go. Yeah, I mean, yeah. Вы как художник как бы передаете на холст свое видение, и уже мало того, что холст уже ваш исторический документ, вы сами как художник уже исторический документ. Там, как вы сами воспринимаете себя? Как вы сами оцениваете себя? You know, when you look at the paintings, you can, so it is like a piece of document, historical document, and yourself, you are a historical document now because you depict all these things. What do you think about yourself as an artist? I find I look back on paintings that I've done of Krasnodar, you know, 20 years ago, and in a way you miss that Krasnodar as well, because Krasnodar's becoming more modern, the world is becoming more modern. Когда я смотрю на свои картины, которые я написал о Краснодаре 20 лет назад, то я чувствую, что я начинаю скучать по тому Краснодару, потому что Краснодар развивается, Краснодар становится более современным, некоторые вещи уходят, и мы их никогда больше не увидим. And there'd be street scenes where there'd be, you know, 5-story house with flats and just fresh air behind it, and you can see sky and everything else. And now there are massive 21-story blocks of flats, and it's changed so much, and you almost miss the classical style of Krasnodar. And it's still got it, hasn't it? But it's, yeah, it's changing. Yeah. Когда смотришь вспоминаешь Краснодар в прошлом, вспоминаешь улицы с 5-этажными домами, я думаю, это хрущевки он имеет в виду, много воздуха вокруг, много неба вокруг, зелени. В современном Краснодаре вдруг на этом месте возникает 21-этажный дом, который закрывает небо, и в какой-то мере Энди скучает по тому Краснодару, но с другой стороны понимает, что все в жизни изменяется, все течет, все изменяется, и Краснодар меняется тоже. Надеюсь, сейчас у нас более стали
бережно относиться к архитектуре. И вот это безобразие, конечно, все возмущены, но будем смотреть вперед оптимистично. Да, Nowadays they try to regulate architecture, and we hope that well, we're looking with optimism in the future that there won't be so many different architectural styles. Вопрос как раз по теме. Как вы считаете, как бы архитектура и городской пейзаж – это актуальная живопись сейчас? So what do you think, architecture and cityscapes, is it an actual way of painting nowadays? What do you think? For me personally, лично для него, Да, да. yeah, I've always been drawn to architecture, more so than landscape painting. And I have painted landscapes in the past, but it doesn't speak to me as much as architecture. Энди всегда привлекала больше архитектура, нежели пейзажи, хотя он рисует пейзажи, но он считает, что архитектура It breathes the culture. Architecture breathes the culture. A field is a field, whether you're in Russia, Spain, Italy, the UK. A tree is a tree. Архитектура – это культура разных народов, в то время, когда пейзаж – это дерево, оно здесь дерево, и в России дерево, или во Франции, скажем. Архитектура принадлежит народу, это культура того или иного народа. And it says a lot about the culture of that particular country and that particular region. Она рассказывает много о культуре той или иной страны, того или иного региона. And I think modern architecture has as much importance as old architecture, so long as they maintain the historical architecture as well. И Эндрю считает, что современная архитектура также важна, как и архитектура классическая, но только в то время, когда они сочетаются вдвоем, вместе, только в сочетании. In Krasnodar, for example, you walk down the main street and you've got a traditional Russian house, a single-story house with lovely wood paneling outside. В Краснодаре, например, когда ты идешь по улице, и вдруг ты видишь старый дом с чудесной архитектурой, чудесные формы, с какими-то украшениями из дерева или окнами деревянными. And sort of next door you'll have a high-rise, office building. И вдруг рядом с ним небоскреб с офисами. But the old architecture, the old house will speak to you like a dear old grandmother, won't it? It'll welcome you in. But, Но вот Энди обратит внимание на старый дом, потому что он будет рассказывать тебе историю какой-то старушки, устами бабушки, когда я была молодой и так далее. Да, ты можешь представить вкусный борщ и разные угощения на столе в этом маленьком доме. Эндрю, а какие есть у вас планы и идеи насчет новых картин, именно связанных с Краснодаром? Yeah, it's quite difficult because Krasnodar, I feel, and I could be wrong, but the way I see Krasnodar, it's at a point now it's been pulled in either direction. It's got the modern Krasnodar, which is very modern and it's very good for the city. Of course it is. You've got this lovely new stadium and everything else. But you've got the older Krasnodar, which is still very relevant and important. And it's very difficult to think, do I paint the modern side? Do I paint the older side? I'm trying to get a good balance in between, in the middle. And it's quite difficult sometimes because the younger audience want to see the new buildings, the stadiums, all the rest of it. Whereas the older audience want to see a more traditional style Krasnodar that reflects their childhood, perhaps. It's very difficult to, yeah. Да, у нее, конечно, воспоминания и фотографии, но достаточно трудно в том смысле, что Краснодар поделен либо на современный, ультрасовременный Краснодар и на старый Краснодар.
И очень сложно найти баланс в том, что писать. Потому что, например, молодежь, они наоборот хотят видеть, как развивается Краснодар, какие новые какие-то строения, здания, архитектура современная. В то время, когда более старшее поколение, они скорее предпочитают видеть свои старые дома в Краснодаре, старую классическую архитектуру, потому что в том классическом Краснодаре осталось их детство, юность, молодость. Так что здесь очень такой вот тонкий баланс между этими двумя. And also, I think because if I look at a new building in Krasnodar that I have no real relationship with in my history and our history as a married couple and our family history, if I see a new building, it's a new building. It can be extremely beautiful. You think, wow, that's a stunning building. I'd like to paint that. But if there's no connection with it, like with Ulvir, for example, even Ulvir, you know, I've been there so many times, and there's something quite beautiful about a lot of people queuing outside, and you look at it, but people will think, what the hell is that? You know? Когда Эндрю смотрит на современные здания, то просто поражает. Некоторые из них настолько красивые, современные, но со многими современными знаниями, конкретно у Эндрю, нет никакой исторической связи. Так же, как и у меня тоже, скорее всего, потому что это строится. Когда смотришь на классические здания, архитектуру, появляется тут же воспоминания, связь, настроение. Как, например, сейчас Эндрю вспомнил здание Авира, в которое мы каждый раз должны были таскаться. Это было, сейчас мы уже проще становится, но мы должны были ходить и регистрировать его. И Энди, когда он видит это здание, у него возникают какие-то вот положительные, теплые чувства. Ему хочется взять и нарисовать это здание Авира с очередью людей, стоящих туда за паспортами. И, наверное, кто-нибудь скажет: вы что, давай, для чего вы вообще это нарисовали? Что здесь такое? А у него с этим связаны воспоминания, его прошлое и все его эмоции. Может быть, иногда полнейшая прострация, потому что из-за очередей всего прочего. Ну вот так вот он видит. I think a thing of beauty will never shout at you, it will whisper to you. And if it whispers to you, it will stay with you for life. Может быть, прозвучит поэтически, но Энди считает, что красота никогда не кричит тебе, она тебе шепчет что-то. И когда вот ты услышал этот шепот, ты тогда готов... Whereas a beautiful new как building, нежный, теплый весенний a new ветер. building be like, wow, here I am, look at me, I'm beautiful, but they have no guts. It was... Современные здания будут стоять: о, смотрите на меня, какое я красивое, шикарное. А классическая архитектура, она будет стоять в сторонке и шептать. Отлично вы очеловечили нашу архитектуру. Хорошо. Спасибо огромное. Очень была рада. Вообще несказанно рада, скажем так. Мы тоже. Всегда рады помочь. Отлично. Ну все. На связи.